Приветствую, мои дорогие друзья, на канале Рецепты в гостях Вани. Рад, что вы сегодня у меня в гостях. Для всех, кто впервые, хочу представиться. Меня зовут Иван, и вы на моем кулинарном канале, где я делюсь с вами различными рецептами на настроение и вкус. Сегодня хочу поделиться праздничным, новогодним, рождественским меню, которое можно приготовить абсолютно на любой повод. Очень вкусные, шикарные блюда, которые идеально сочетаются с традиционными салатами. Ведь, друзья, у нас будет на столе уже оливье, мимоза, селедка под шубой. И чтобы дополнить эти блюда, я предлагаю сегодняшнее меню. Это очень вкусно. Подобрав для вас самые вкусные салаты, закуску, мясо, рыбу, оставайтесь, будет очень вкусно. А пожалуй, начнем мы с потрясающей грибной намазки, закуски, которая всегда пользуется огромной популярностью. Я взял полкилограмма грибов, шампиньонов, можно купить абсолютно любого размера и разрезать их на 4 части. Сегодняшнее меню для вас, друзья, подобрал блюдо с максимальным результатом, но с минимальным затратом времени. Желательно взять широкую сковороду и на высоком нагреве обжариваем грибы 7 минут до золотистого цвета. Конечно же, время может отличаться в зависимости от нагрева на плите. У меня прошло 7 минут. Вот такого результата я добился. Уже красивые, яркие грибочки, на которые добавляем следующие специи. Чайная ложка сушеного либо свежего тимьяна. Свежемолотый черный перец для пикантности. А также соль по вкусу. Я использую крупную. 2 столовые ложки сливочного масла. Хорошенько перемешиваю, чтобы вкусы объединились. Итого на подготовку грибов у вас уйдет не более 10 минут. Снимаем их на тарелку, чтобы они остыли. Основа для этой грибной намазки — сыр Филадельфия 250 граммов. Либо можно взять любой сыр по типу Филадельфии. Вначале просто пробиваем сыр. Можно сделать либо погружным блендером, либо в кухонном комбайне. Для удобства рекомендую достаньте сыр из холодильника за полчаса и дайте ему прогреться до комнатной температуры. Уверен, что вкус этой сливочной грибной намазки покорит любого. Используем 1 столовую ложку лимонного сока. Пробиваю все в однородную массу. 15 граммов свежей измельченной петрушки, можно взять также и сушеную, либо 1/4 пучка. Все перемешали, добавили еще соль и перец по вкусу, и намазка грибная готова. В итоге у вас получится очень ароматная грибная намазка, которую вы можете приготовить за несколько дней до праздника. Это действительно вкуснотища, стоит приготовить. В дополнение к грибной закуске рекомендую еще приготовить яркую, очень ароматную закуску из запеченной моркови. Я взял 400 граммов моркови, нарезал на крупные медальоны и отправил в духовку на температуру 220 градусов с несколькими зубчиками чеснока на 20 минут. Через 20 минут достал чеснок и еще доготовил, чтобы морковь была нежная и красивая. Конечно же, перед запеканием еще добавил немного соли и масла на морковь. Эта закуска очень эффектно смотрится на праздничном новогоднем столе. 1 чайная ложка белого винного уксуса. Можете использовать лимонный сок также. 4 предварительно запеченных зубчика чеснока. И немного меда, либо можно использовать сахар. Буквально пол чайной ложки. 1/3 стакана майонеза, либо можно взять 50 на 50 майонез со сметаной. Еще немного свежемолотого черного перца. Пробиваем все блендером и регулируем густоту с помощью воды. В процессе измельчения вы можете добавлять примерно по пол чайной ложки холодной воды. Для этого рецепта рекомендуем по возможности именно запечь морковь для максимального вкуса. Конечно же, можно взять и вареную. И в итоге, друзья, несколько минут, и у вас получится вот такая шикарная закуска, очень эффектная, яркая, из моркови. Так же, как и грибную закуску, вы можете ее приготовить за несколько дней до намеченного события. Добавляя еще немного листиков мяты для декорации. И в итоге вот такая красотища у вас получится. 2 небольшие чашечки по 120 мл. На праздничный стол рекомендую добавить блюдо из курицы. Шикарный рулет, фаршированная куриная грудка. Мой фирменный рецепт. Берем куриную грудку. Если она довольно крупная, вот эту часть немного срезаем, выравниваем. Вот так. Конечно, вот эти обрезки можно пустить без проблем на суп, либо приготовить другое блюдо. Раскрываем куриную грудку как книжка. Лучше всего взять большой нож, аккуратненько разрезаем ее, но не до конца. Оставляем примерно 1 сантиметр. А далее уже с помощью ножа острого кончика дорезаем, но не до конца.
Аналогичным способом я подготовил еще 5 куриных грудок. Для вашего удобства я так что взвесил. Здесь 800 граммов курятины. Добавляем соль и перец с обеих сторон. Я использую крупную соль к мясу. Так вкуснее. А начинка готовится абсолютно несложно. Я взял одну среднюю луковицу, грамм 120, нарезал ее мелким кубиком и обжарил буквально 5 минут на среднем нагреве. К луку еще добавляю 2-3 зубчика измельченного чеснока и прогреваю 30 секунд. Продается два вида шпината, либо стебель с листочком, либо только листочки. Для этой начинки я беру только листочки 240 граммов. Шпинат или идет промытый, либо его необходимо самим промыть. Сейчас кажется, что шпината очень много, но он действительно уменьшается значительно в объеме. Частями добавляем и перемешиваем. Сильно долго выжаривать не нужно, достаточно добиться, чтобы листочки стали нежные и податливые. Займет примерно 3-4 минутки. И снимаем на большую тарелку, чтобы быстрее остыло. С куриной грудкой отлично сочетается цедра лимона и с шпинатом. Добавляем примерно от половинки лимона. Для начинки использую сыр фета 140 граммов, а как вариант можно взять и брынзу. Проверяйте обязательно на соль. Я считаю, соли уже в сыре достаточно, дополняю свежемолотым черным перцем. И как вы понимаете, остается добавить вот эту шикарную начинку в куриную грудку. Остается просто завернуть. Закрепляем кухонной нитью, либо можно сделать шпажками. Все же кухонной нитью получится элегантно. 3-4 штучки, чтобы красиво смотрелось. И если хотите, можно сразу начинать жарить, а можно отправить в холодильник и приготовить, когда вам нужно будет. Честно, эти рулетики очень удобная вещь на праздничном столе, потому что всегда можно разрезать, а можно подать порционно каждому. Перед тем, как начинать обжаривать, я еще отправляю в панировку с мукой, а затем уже на сковороду. Обжарю буквально по несколько минут с каждой стороны до красивого цвета, а довожу уже в духовке на температуре 200 градусов. В любом случае, этот процесс у вас много времени не займет. Согласитесь, уже аппетитно смотрится. Температура в духовке 200 градусов. У меня духовка без конвекции, работает только нижний нагрев. Конечно, все зависит от размеров куриной грудки. Примерно минут 15-20 готовим, чтобы внутренняя температура начинки была как минимум 75 градусов. В моем случае я готовил ровно 20 минут. Конечно, лучше ориентироваться все же на внутреннюю температуру, чем на время. Согласитесь, выглядит супер аппетитно. Сразу же рекомендую, снимите с горячего противня, чтобы мясо равномерно остывало. Классные такие мясистые рулетики. Друзья, это блюдо из куриной грудки, такая вкуснотища, уверен, оценят все ваши гости. И вы также. Давайте будем дегустировать. Вот этот мне нравится кусочек. Конечно, перед подачей убираем нитки. Но все же я сейчас прям перед вами разрежу. Покажу, какая сочная куриная грудка получается. Посмотрите. Эти рулетики вкусные и в холодном виде, и в теплом, и в горячем. А главное, очень сочные. Посмотрите, друзья. Согласитесь, это сразу же хочется дегустировать. Извиняюсь за такую активную дегустацию. Это очень вкусно, нежно, а главное просто. В сегодняшнем новогоднем праздничном меню у меня будет рыба, мясо, курица. На гарнир я сделаю запеченную картошечку с травами. Я взял 700 граммов картофеля и разрежу его посередине. По этому методу приготовления и рецепту вы сможете приготовить абсолютно любую картошку. Не обязательно брать мелкую, как у меня, либо разноцветную. Можно очистить картофель и нарезать его на дольки, либо посередине, как я. Картошка по этому рецепту получается с очень ароматной, красивой корочкой, нежная внутри, очень вкусная.
Перед тем, как отправить картошку запекаться в духовку, я ее быстро бланширую в хорошо подсоленной воде. Буквально опускаю воду, жду, чтобы закипело, и 2 минутки можно вынимать. Этот гарнир из картошки просто шикарный. Я взял тимьян, розмарин. У меня сегодня свежие, можно взять сушеные. Я побольше сразу взял, чтобы использовать еще для запеченного мяса в сегодняшнем меню. В розмарине стебель я не использую, его можно пустить в другие рецепты. А в тимьяне, если веточка нежная, ее можно взять. А если твердая, используйте ее тоже для, допустим, бульонов. Удобный способ, чтобы нарезать зелень, работаем ножом как веером, придерживая его немного сверху. До полной готовности картошку варить не нужно. Как только закипело, вынимаем ее. Ждать, чтобы остывало, не нужно. Сразу же можно добавить любое растительное масло. У меня подсолнечное. И специи. Смесь трав, тимьян, розмарин. Сушеный чеснок, чтобы картошечка была чесночная. Специи, конечно, могут быть на ваше усмотрение. Обязательно, конечно, нужно не забыть и добавить соль по вкусу. Желательно отправить запекаться на противень с невысокими бортиками, так, чтобы картошка лежала только одним слоем, перевернув ее срезом вниз для начала. Вы всегда можете подготовить картошку таким методом, оставить ее даже в холодильнике и отправить в духовку в нужный момент. Я же сейчас добавляю еще немного масла сверху, я отправляю в духовку на температуру 200 градусов. На средний уровень до румяного цвета, накрывать ничем не нужно. По времени, сколько я буду запекать картошку в духовке, я вас ориентирую, а тем временем я уже перехожу ко второму основному блюду. На праздничном столе у меня будет запеченная говядина. Я взял кусочек говядины весом 1 килограмм, на английском называется sirloin tip roast. Мясо я также предварительно перевязал нитками, для того, чтобы оно готовилось равномерно. Конечно, можно заметить, что с одной стороны оно более тоньше, а с другой толще. Именно вот такой отрез, он недорогой, но мясо по этому методу получится нереально вкусное. Очень классная. Немного любого растительного масла. У меня обычное подсолнечное. Крупная соль к мясу со всех сторон. То, что я, друзья, вам не показал, я протер бумажным полотенцем мясо и достал его из холодильника примерно час назад, чтобы оно прогрелось, и тогда оно будет готовиться равномерно. На сковороду добавляем немного масла, и предварительно мясо перед тем, как начинать запекать, нужно немного обжарить со всех сторон. Для того, чтобы было вам удобно и вкусно готовить, все продукты я оставляю всегда в описании к видео, чтобы вы легко нашли. А если вы будете готовить большой кусок мяса, который не поместится на сковороду, ничего страшного, его всегда можно подрумянить просто в духовке на высоком нагреве. Этот процесс не занимает много времени, а действительно улучшает вкус запеченного мяса. Все время на плите у меня стоял средний нагрев, чтобы ничего не подгорало, а красиво подрумянилось. И вот такого результата я добился. Посмотрите. Если мясо горячее, дайте ему остыть пару минуток, чтобы вам было удобно с ним дальше работать. Добавляем дижонскую горчицу, она не острая, а больше как приправа. Смесь подготовленных трав, которые использовал для картошки, тимьян и розмарин. А если бы у меня не было таких трав, я бы взял бы, допустим, специи для мяса. Главное метод приготовления. И хорошенько натираем мясо горчицей. Но все же, как и во всем, нужна мера. Горчица должна покрывать мясо только тонким слоем, а вот специи я не жалею. Также я готовил еще со смесью острых перцев. И таким образом я запекаю мясо для салатов. Очень вкусно для оливье. По времени картошку в духовке я запекал 45 минут. И вот такой красивый результат. А главное, вкус у этой картошки. Картошка, приготовленная по такому методу, будет действительно украшением вашего праздничного стола. Она вкусная и в холодном виде, и в теплом. Универсальный гарнир. Я уже не держусь и сразу продегустирую. У него такая корочка аппетитная. Конечно, очень горячая еще. Картошка таким методом приготовленная остается очень кремовая внутри с вкусной корочкой.
Все же сильно дегустацией картошки не увлекаюсь, отправляю запекаться мясо на температуру 180 градусов на средний уровень. Ничем накрывать не нужно. Я буду готовить до внутренней температуры в самом толстом куске мяса 63 градуса. Конечно же, по времени, сколько я буду запекать мясо в духовке, я вам точно скажу. А я уже приступаю к приготовлению салата, без которого не обходится ни один праздничный стол у нас, потому что он очень вкусный салат с запеченной свеклой. Я запек свеклу примерно 1,5 часа на невысокой температуре. Хорошенько ее промыл, добавил немного растительного масла, завернул в фольгу и отправил в духовку. Конечно, может отличаться время приготовления в зависимости от размера, но все же посмотрите, какая яркая запеченная свекла, в отличие от вареной. Я всегда рекомендую запекать овощи для салатов, так они намного вкуснее. Поверьте, друзья. А также очищать такую свеклу просто прелесть. Очень просто. Прелесть этого салата, что вы можете запечь свеклу за несколько дней до праздников. Я беру 250 граммов свеклы и столько же мандаринов, уже очищенных. Для классической ароматной заправки я беру 3 столовые ложки душистого оливкового масла. Есть много вариантов приготовления классической заправки. Я рекомендую попробовать сделать с бальзамическим уксусом. На 3 части масла я беру 1 часть уксуса, то есть столовую ложку. Чайная ложка меда. Не забываем добавить еще специи. Свежемолотый черный перец. Немного соли. Особенно перед большими мероприятиями я готовлю сразу же двойную порцию такой заправки, потому что она вкусная не только с этим салатом. Рекомендую попробовать. Буквально несколько секунд, и у вас получится великолепная заправка, в которую перекладываем подготовленные фрукты и овощи. А также немаловажное преимущество этого салата, что сейчас вот в эту часть салата вы можете отправить в холодильник и уже собрать салат перед самой подачей. И так еще лучше промаринуется. Для подачи рекомендую возьмите широкую и длинную тарелку. Листья рукколы, здесь буквально 40 граммов. Посмотрите, как аппетитно у вас получится салат. Уже красивое сочетание цвета зеленый, красный, желтый. Мне кажется, еще не хватает немного белого. Я беру сыр фета, можно использовать брынзу. И в итоге у вас получится великолепный, очень аппетитный, а главное полезный праздничный салат, который можно подать на Новый год, на Рождество. Это очень вкусный салат со свеклой и фетой. Степень прожарки мяса, конечно, может отличаться. В моем случае я готовил ровно 55 минут. Вот такое оно красивое. Оно еще будет розовое внутри. Сейчас внутренняя температура 63 градуса. В любом случае мясо еще продолжает готовиться за счет внутренней температуры. Сейчас его не нужно нарезать, дайте ему отдохнуть 10-15 минут, а затем уже подавайте на праздничный стол запеченное мясо. А в это время, пока мясо отдыхает, я приготовлю шикарную закуску на праздничный стол для любителей сыра. В магазинах часто продают хлебцы разного вкуса в небольших упаковках. А в отделе сыра посмотрите наборы из мягких сыров с добавлением, допустим, зеленого лучка, либо перца. Я сегодня купил набор из 3. У меня и с зеленью, и с луком, и с молотым перцем. Если честно признаться, я обожаю такие быстрые вкусные закуски. Я просто даю вам идею. Я еще взял прошутто, и на каждую половинку отправится такой маленький кусочек, который предварительно немного завернул. Можно сказать, это такая быстрая закуска, либо аперитив перед основным блюдом. Еще немного зелени, листочек рукколы. А сверху посыпаю смесью розмарина с тимьяном. И в итоге у вас получится шикарная закуска для гурманов буквально за 5 минут. Я очень довольный результатом.
И, конечно, на праздничный стол не обойдется без рыбы. Я решил приготовить кусочек красной рыбы. Купил буквально 500 граммов. Я покупаю по возможности на шкуре и стараюсь выбрать кусочек, чтобы он был посередине, чтобы без хвоста, потому что вот эта средняя часть самая вкусная, мне кажется, у красной рыбы. Для этого рецепта красной рыбы я буду использовать фисташки. Очистил. Необходимо их измельчить. Можете измельчить в блендере, либо порубить ножом. На филе рыбы добавляем соль. Желательно использовать крупную, чтобы было заметно, сколько вы взяли соли. А также еще щепотка сахара, если позволяет диета. Свежемолотый черный перец для пикантности. Буквально 1 капля растительного масла. Слишком много масла наливать не нужно, потому что следующим отправляется слой дижонской горчицы. Она здесь как приправа. Посыпаем либо укропом, или можно взять петрушку. Свежий, либо сушеный. У меня сушеный укроп. И как вы догадались, следом отправляются фисташки. Сейчас они хорошо задержатся за счет горчицы. Для этого рецепта вам понадобится буквально грамм 30-40 орехов. На противень добавляем немного растительного масла и отправляем в духовку на температуру 200 градусов Цельсия. На средний уровень накрывать ничем не нужно. Примерно на минут 15-20. Все зависит от вашей духовки. Дорогие друзья, и в итоге у вас получится вот такой шикарный рождественский новогодний стол, который я для вас подготовил. Быстрая закуска за 5 минут, салат со свеклой и фетой, закуска из моркови, фаршированная куриная грудка, запеченная говядина, а также запеченная красная рыба. Сейчас я вам покажу, какая получается рыба и мясо, потому что еще не поделился. Грибная закуска. Фрукты. И всегда не забываем подать немного фруктов на праздничный стол, а также гарнир из картофеля. А я еще подаю немного хрена и также лимон к рыбке. Дорогие мои друзья, хочу пожелать вам всего самого наилучшего. Спасибо за вашу поддержку. Я очень старался для вас. Если еще не подписались на канал Рецепты Гайсяковани, подписывайтесь. Вам не сложно, а мне очень приятно. Я очень старался поделиться этими рецептами. И давайте посмотрим, какая получается рыбка и мясо. По этому рецепту получается очень элегантная, красивая запеченная рыба. А главное, она супер сочная. Посмотрите, друзья, какая это вкуснотища. Если честно признаться, я уже неоднократно готовил по этим рецептам и спешил с вами поделиться, чтобы вы успели приготовить на Новый год, на Рождество. Огромный лайк этому блюду, друзья. Эти блюда стоит приготовить. Очень вкусно. И давайте еще покажу, какое мясо получается. Конечно, все зависит от вкусовых предпочтений. В любом случае, по этому рецепту у вас получится очень сочная, а главное, ароматная запеченная говядина. Посмотрите, какая сочная говядина получится у вас по этому рецепту. Это такая вкуснотища, друзья. Уверен, что в этом меню найдутся блюда для любого едока, потому что это очень вкусно. Посмотрите, какая говядинка. Я большой любитель запеченного мяса. Нежнейшая. Дорогие мои друзья, в первую очередь хочу пожелать вам всего самого наилучшего. Оставайтесь со мной, пишите побольше комментариев. Я все с удовольствием читаю. До скорых встреч, дорогие мои друзья. Пока!